Всем привет! Сегодня коты будут гулять. А вот кот Вилли на чужой территории, Арчик с Анфисой вообще на поле. А я вам буду их показывать и про них рассказывать. Давай, правильно. Ну вот они у меня просили, а потом пристали к рыбакам и стали выпрашивать уже у рыбаков. Итак, котята стали гулять на улице. Мы разобрались с ними что и как, сделали такой безопасный выход и вход. Я вам покажу вход. Вот Анфисия несет с поля мышь, то есть у нее в пасти мышь довольно большая. Она с ней там все это бежала, перелазила, ну молодец. Значит, как все происходит? Вот это поле, на котором была рожь. Это еще до того, как поле перепахали. Вот, видите, солома уже убрана. И они сидят. Кошки, как известно, охотятся на слух. Вот. Он сидит, слушает. Потом прыжок, раз, все готово. Вот. То есть они, когда выходят на улицу, первым делом на поле. Это у них охотничьи угодья. А я хожу следом, стараюсь не мешать, стараюсь, так сказать, аккуратно очень. Вот смотрите, увидел кого-то и убежал к соседям. Это дом рядом с нами, вот за живой изгородью наш дом. Туда. Там какое-то время на ожидание. Ну там был бегун, но этот бегун раньше свернул, то есть вот он до сюда не добежал. Вот, все, Арчуха идет. Все, никого нет, идет домой, направляется. Ну, то есть вот он сознательный, погулял и идет домой. Какой-то у него план есть. Может, перекусить захотел. Мыши не довелось, ну, а дома горошками. Я иду на некотором отдалении, и там открыта калитка. Вот калитка открыта, он зашел. Но, естественно, мы не держим калитку открытой постоянно. Вот когда калитка закрыта, прыжок сюда, на бак, и с бака наверх. А вот это у нас эвакуационный вход. То есть, если там собака, если какая-то угроза страшная, ну, запрыгнул. И я сделал как-то цивилизованно вот эту всю ограду. Вот ненужные места, где мы не хотим, чтобы они перелазили, закрыты, но убрал всю эту мотню, которая там была. Какие-то сетки, какие-то металлические там вот. И сделал более-менее как-то это из такого пластика. Ну, неплохо смотрится. Смотрите, машина, да, реакция на машину. То есть машину издалека услышал, забежал к соседям. Вот идет там охота. Ну, они забираются подальше на середину поля, там охотятся. Вот, опять что-то напугало. Вот видите, смотрит. Но на всякий случай уже готовый забежать домой. Вот он заходит домой. А мы с вами потом посмотрим, что же это было, что его напугало. Вот эта пенсионерка с палками идет за здоровьем. Вот смотрите, кот Вилли тоже стал гулять. Это участок через 2 от нашего. Ну, да, озеро, да, это все происходит в Австрии, в Каринтии, на озере Асяхерзе. Котик смотрит на меня, пошел погулять. Вот он пошел по вот этой территории у них погулять, походить. Но я знаю, что он долго гулять не будет. Ну, с котиком у меня полное понимание, что и как. Стою, жду. Его не было пару минут, потом идет. Но я в черных штанах, таких тренировочных. А когда я в черных штанах, котик мне не доверяет. Вот, потому что он считает, как в принципе можно доверять человеку в черных штанах. Ну никак нельзя. И он видит, что он знает, да, что это я, но штаны-то черные. Вот. Поэтому я понимаю, что мне надо держать дистанцию. Вот я держу дистанцию, потому что он не пойдет, пока вот какие-то там определенные 10 метров есть, ближе он не подойдет. А я, соответственно, отдаляюсь и даю ему простор. Вот он думает, куда пойти. Налево-направо он решает идти в сторону дома.
Вот, обязательно подойдет к полю, посмотрит, что там на поле. Но котик Вилли, он такой, он очень рассудительный, он с бухты-барахты вообще ничего не делает, не предпринимает. Вот. Думаю, надо подписаться. Он настоятельно советует подписаться, и я с ним абсолютно согласен. Я держу дистанцию. Вот, а он, подумав, то есть каждый переход, каждое это движение, он должен сначала обдумать. Вот у котика Вилли какой-то порывистости юношеской нет вообще. Подошел к полю, что-то посмотрел, но он мышей ловит прекрасно и на собственной территории. Вот, ему там по полю бегать за мышами как-то даже и не солидно. Вот, идет, что-то там смотрит, я удаляюсь. Ну, понимаю, что надо удаляться. Ну, то есть моя задача его проводить до дому. Вот, а его задача попозировать, чтобы я его снял и вам показал. Вот, и я понимаю, что стал, нет, наверное, близко еще. Надо еще отойти. А в то же время надо ему отсечь, чтобы он не пошел дальше. Потому что у меня за спиной, там через один дом еще, живет белый кот. Вилечкин друг. И у них там, ну, общение. Вот. А там сейчас люди, гости, ему там делать нечего. Ну, Вилли идет ко мне, явно уже прошел. Вот тут я останавливаюсь, дальше не отхожу. И он понимает, что да, все, дальше не пустят, пойду сюда. Он остановился, потому что обычно ему открывают ворота. Но у меня с собой пульта нету. У меня открыта калитка. Но надо как? Надо пройти через калитку мне. И спрятаться подальше. Вот я прошел, подальше стал. Ну, Вилечка спокойно проходит. И что интересно, сейчас он пройдет просто мимо меня. Вот внутри территории дома дистанция 10 метров уже не обязательно. Смотрите, очередной наш. Это дом у нас соседский. А это уже следующий. То есть он прошел с территории соседской на следующую территорию. Тут я думал, что будет прыгать. Но нет. Оказывается, этот вариант подлезть, он попроще. Ну, Арчуха решил не прыгать, решил пойти. Ну, я, естественно, за ним. Поле было перепахано. Соответственно, с мышами у них победнее будет гораздо. Ну, мыши есть в кукурузе. Там рядом кукурузное поле, так что ничего страшного. А вот, то есть вот это регулярно я хожу, как бы за ними наблюдаю и снимаю. Это снято в разные дни. Но обычно это ближе к вечеру. В сумерках, видите, уже движения нет, машин нет, как-то вот ходунов и бегунов нету, все уже, ну, сидят, приняли по 50 шнапса и, как сказать, ужинают. Поэтому можно с котами погулять свободно, спокойно. С Арчиком недавно было происшествие. Ну, вот он, час ночи его нету, я пошел искать с фонарем. Смотрю, сидит, посередине поля сидит. Дождь идет. Я в куртке с капюшоном, дождь идет. Я по полю, хорошо я в сапогах был, дошел. Вот. Он сидит и плачет. Сидит и мяу-мяу, и плачет. Вот. Я его на руках отнес домой. Что это было? Почему он не вернулся с одной? Что у него там? Ну, Арчик. Вот Арчик он такой. Он пришел, Вилечка его обнюхал. Вот. Снял с него показания. Вот, полностью. Вилечка всегда так делает. Вот, и они друг с другом так делают. Приходит кто-то с улицы, подходит, обнюхивает. Ну, видимо, понимает, где был, что делал, все уже понятно. Но когда я его нес тогда, и вот он плачущий ко мне прижался, почему не пришел сам, ума не приложу. Ну, он такой, у мальчика такая тонкая душевная конституция. Это не Анфиска какая-то, да? Которая решительная себе на уме. А вот этот такой парень. Вот это тоже поздние такие вечерние съемки. Это уже подальше забрались. С охотничьими целями. Ну, вообще, на машине я езжу, вот когда куда-то.
то в Австрии кругом поля и очень частая картина: на поле сидит кошка. Это вот самое обычное дело. Вот. А вот смотрите, это утки. Утки стаями тоже вот прилетают. Интересно. Ну, котов, это для котов тоже дополнительный стимул сходить на поле. Может быть, уток погонять. На этом мой рассказ про сельские прогулки котов подходит к концу. Подпишитесь на канал, включите уведомления, поставьте лайк. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам. Пока-пока.